Здравствуйте! Очередное видео про Печковку. Забытое прошлое. Мы находимся в самом сердце Печковки. С этого места и пошла деревня Печковка. Хотя ранее она называлась не деревней, а околицей. Это была околица Печковка. Околица — это такое изолированное поселение, как правило, панское имение. Часть видео «Забытое прошлое Печковки» будет восстановлена по комментариям, фото и видеоматериалам, которые были предоставлены моими подписчиками, и останется, как говорится, для потомков. Я, как благодарный зритель, смотрю каналы моих подписчиков, которые снимают видео о своей деревне и городе. Думаю, вы позволите мне воспользоваться вашим материалом в моих видео. Прошу вас писать комментарии, делиться этим видео. Этими простыми действиями вы оцениваете мою работу. Приятного просмотра! Начнем пролистывать страницы прошлого Печковки со старых фотографий и ваших комментариев. Любовь Мягчева написала: «Печковка — это центр мира», как мы всегда называли нашу родную деревню. Раньше это было действительно так. Руководство льнозавода, где работали почти все жители Печковки, устраивали праздники в клубе и на природе. Мы, дети, участвовали в новогодних праздниках, концертах. Была хорошая библиотека. Мы устраивали читательские конференции. В клубе показывали фильмы. И для детей, и для взрослых. Мы были самые счастливые дети. Счастливое детство и юность, несмотря на послевоенные годы, остались на фотографиях 50-60-х годов. Год 1956. На берегу Вихры была такая большая ива. Детвора любили играть на дереве, прятаться в дупле. Лучшие подруги детства Тамара Орлова и Алла Гартованная с братом, то есть мама в белом платье, а тетя Алла в темном. Печковская молодежь. Любимое место для фотосессии. Насыпь для въезда на мост, который разбомбили во время войны. А это наш дом на Печковке. Я с детворой. Дети и молодежь Печковки. Год 1957. Печковские бабушки с внуком. Год 1960. Художественная самодеятельность Печковского клуба «День молодежи». Две девушки в первом ряду, мама Тамара Орлова справа, а тетя Алла слева. Год 1961. Знаменитый камень на Вихре. Любимое место для фотосессий. Студентки на каникулах на берегу Вихры. Застряла в дупле ивы, но фото получилось. Жители Печковки жили одной большой семьей. И в радости, и в горе вместе. Если свадьба, крестины, проводы в армию, то на всю деревню, от мала до велика, присутствовали на гулянии. Год 1970. Проводы в армию. Год 1975. Свадьба на всю деревню. Год 1976. Свадьба в клубе. Зажигали по полной. Каникулы тоже вместе и на Вихру. Светлана написала: «Я родилась в деревне Янковка. Наш отец до 1974 года работал в карьере на Печковке на тракторе «Петушок», а мама на льнозаводе. Детство прошло там. Приезжать получается нечасто, и поэтому вдвойне приятно смотреть на родные места». Легендарный льнозавод, который обеспечивал работой жителей Печковки и не только, с 1932 года. Год 1933. Рабочие льнозавода.
1 мая, но завод 50-е годы. Год 1978. Сандружина льнозавода. Вековые деревья Печковки. Сколько они видели и могут рассказать. Старый Смоленский тракт, так называли дорогу, проходила через Печковку. По ней проезжала Екатерина II и посадила сосны. Польский дворянский род Хлюдинских известен еще с 15 века. Из книги «Дворянский адрес-календарь» на 1897 год. Имение принадлежало помещику-поляку по национальности Флориану Викентьевичу Хлюдинскому. У него работал конюхом мой прадед Афанасенко Анисим, уроженец деревни Раскошевка. И мой дедушка, сын моего прадеда Анисима, рассказывал, что, несмотря на то, что Анисим был конюхом у помещика, помещик относился к своим батракам, работникам очень доброжелательно. Несмотря на то, что Хлюдинские были знатного рода и богатыми, они жили скромно, к детям относились требовательно и дали им фундаментальное воспитание, практическую подготовку. Сын Константина Фортунатовича, Евгений Константинович, закончил Смоленский техникум физкультуры. Пианист. Из воспоминаний. Мой дядя Женя был не только хорошим пианистом, но и композитором. У меня хранятся его сочинения. Я знаю о нем по рассказам, воспоминаниям Ирины Петровны Хлюдинской, в девичестве Глиноедской, моей родной тети. Он был еще талантливым настройщиком и мастером по ремонту роялей и пианино. Чтобы заработать на хлеб, работал в клубе по вечерам топером. Однажды в Смоленск приехал с концертом Сергей Рахманинов. Дядя Женя выкупил концертный рояль, на котором он выступал. У помещика Хлюдинского был еще сын Михаил. У него было несколько сыновей, но мне знакома история Михаила. Этот Михаил Хлюдинский, сын помещика Флориана Хлюдинского, дружил с моим покойным прадедом. И вот они часто вместе встречались у нас дома на Раскошевке, выпивали чаю по тарелке, как тогда пили тарелками. Однажды они договорились об очередной встрече. И его ждали, Михаила Хлюдинского, в гости на Раскошевке у моего прадеда. Однако Михаил не пришел. И мой дедушка покойный вспоминает, что они озадачились, почему он не пришел. Но он не просто не пришел, он исчез. С тех пор его никогда больше и не видели. Из воспоминаний. Неожиданно дядю Женю арестовали. Никто не знал, почему. Он был расстрелян 27 ноября 1937 года, как и Михаил. Реабилитирован 3 мая 1989 года прокуратурой Смоленской области. Ирина Петровна долго и безуспешно искала его. Портрет Евгения Хлюдинского висел над роялем, на котором Ирина Петровна долгими вечерами играла Шопена. Так закончилась жизнь молодых талантливых людей из рода Хлюдинских, лишь из-за того, что они были поляками. Но память о них осталась у жителей деревни. И история Михаила Хлюдинского прояснилась. К сожалению, он стал невинной жертвой сталинских репрессий. К сожалению, на сегодняшний момент сохранились только древние деревья, которые здесь ограничивают территорию этого панского имения. Дом помещика Хлюдинского был перенесен позже и был местным клубом деревянным, который жители Печковки помнят, на месте современного магазина у дороги и напротив памятника жертвам Великой Отечественной войны. Страница прошлого. Школьная Печковская. Малокомплектабельная школа. В школе работало 2 учителя, у каждого учителя по 2 класса. Это значит где-то порядка 30 человек. Школа находилась вот здесь. От школы ничего не осталось. Она существовала до 1991 года. На данный момент все, что напоминает о школе, это сирень, наша береза, 2 акации. Вот, собственно, и все. И память, конечно же.
И учителя, которые нас здесь учили в этой школе, я выпускник этой школы 1983 года выпуска. Татьяна Владимировна Гуркова, Галина Ивановна Лихневич. Это были мои учителя. Спасибо им большое за тот труд, который они в нас вложили. Страница прошлого. Военная. Сергей Тарасенков. На всю жизнь я этот рассказ бабули запомнил. Про Дубраву от нее много слышал в детстве. Рассказывала, как в период оккупации отправляли на льнозавод закапывать мертвых замученных людей. У нелюдей был составлен график по привлечению окрестных деревенских жителей к таким работам. Один фашистский прихвостень из Ослянки с моим дедом учителями работали в Ослянской средней школе. Когда мертвых закапывали на льнозаводе, оказался рядом с моей бабушкой. Она ему и говорит: «Юра, Юра, что же ты будешь делать, когда наши вернутся?» А он повернулся ко мне, схватил меня рукой за левое ухо, над землей приподнял и говорит: «Не видать тебе Красной Армии, как своих ушей». Дальше я сознание потеряла и не помню, как домой привезли. Так левое ухо и не слышала до конца жизни. Прятала Дубрава детей и подростков от угона в Германию. Когда началась война, Лене Власенко было 13 лет. Его и еще подростков везли на вазу. Когда подъезжали к мокрому рву, полицай, который их сопровождал, толкнул Леню и сказал: «Просись в туалет и не возвращайся». Леня побежал к рву и скрылся в нем. Фашисты и полицаи стреляли, но мальчик сумел спрятаться в лесу и спастись от расправы. Отца Лени, Егора Кузьмича, жестоко замучили в подвалах гестапо, старой милиции Мстиславны. Из-за того, что его сыновья воевали в Красной армии и партизанских отрядах. Известно, что один из братьев Леонида погиб и похоронен в Мамаевом кургане. Всю жизнь Леонид Георгиевич прожил на Печковке. Встретил свою любовь, Нину, сыграл свадьбу, родили 5 детей, всех воспитали достойными людьми. Работал на льнозаводе мастером, был душой компании. А как танцевал цыганочку, равных ему не было. Нина Даниловна пела, а Леонид Егорович танцевал. Припеваючий Егорович, так называли его деревню, ездил на любимом коне Казбеке. Леонид Георгиевич был человеком юмора и шутки. Видно, это и помогло ему выжить в суровые годы. Сергей Ксензов. Как и многие жители Мстиславского района, мой дед, Орлов Дмитрий Николаевич, житель Печковки, воевал с октября 1943 по ноябрь 1944 года. Из наградного листа рядовой Орлов, будучи в должности снайпера 364-го стрелкового полка, принимал активное участие в боях с немецкими захватчиками с 10 октября 1943 по 8 марта 1944. В бою под деревней Чауского района получил тяжелое ранение в правую ногу. В результате ранения перелом кости. Кость срослась неправильно. Это затрудняет движение. Комиссион по ранению. За активное участие на фронтах Отечественной войны и полученного тяжелого ранения достоин награждения медалью за отвагу. Цикунов Михаил Ефремович. Родился 5 декабря 1925 года в деревне Печковка Мстиславского района. В начале Второй мировой войны ему было 16 лет. Партизанил в белорусских лесах. Позже воевал на Первом Белорусском фронте. Был пулеметчиком-минометчиком. Участвовал в освобождении Польши. Вернулся с фронта. Остался жить в деревне Печковка. Работал по месту жительства. Воспитывал детей и внуков. Умер в мае 1989 года. Комментарии Валентины Сарафанниковой. Я помню раскопки захоронения. Мы были любопытные и бегали смотреть, как доставали кости, волосы,
Картина ужасная. Сейчас, когда приезжаем на Печковку, то всегда бываем на этой могиле. Оставила война Мстиславской земле страшные находки. Одна из них была найдена в вихре около Печковки. Это немецкое самоходное штурмовое оружие Стак-3. Немецкая самоходка в вихру попала еще летом 41-го. Федосию Петровичу Гулеву, уроженцу этих мест, тогда было всего 14. Он рассказал, что когда шли бои, бронемашина оказалась в ловушке советских солдат. При отступлении они подпилили деревянные опоры моста, и самоходка упала в реку. Техника увязла в речном грунте почти на 70 лет. Была низкая местность, и, видимо, углеина влезла. Да, экипажа не было, ни битых, ни раненых. Вот этот трос, чтобы не перечековывать, обматывайте раз 5 вокруг дерева, выбирайте глубину. И все, и получите, и тяните. Водяные помпы, лебедка и 3 дня кропотливого труда понадобилось поисково-реставрационной группе, чтобы отбить бронемашину от берега. За более чем полвека она основательно увязла в речном грунте. Штурм Гэшуце – одно из лучших штурмовых самоходных орудий Второй мировой. На счету поисково-реставрационной группы это 28-я боевая машина времен Великой Отечественной войны и самая ценная. Песок речной сохранился, все, коробка передачи включается, все, рычаги, газ, все работает. Ну, двигатель поставим современный. К сожалению, это оружие Третьего рейха не сохранилось в первоначальном виде. Еще в 1945-м местные механизаторы для ремонта своей сельхозтехники срезали башню и демонтировали двигатель бронемашины. Он подвергся частичному вскрытию, как говорится, но это не смертельно. Главное, что основная часть базовая сохранена, и потому у нас есть еще останки других машин, тех же такой же серии. Я думаю, что это будет достойный экспонат. По словам экспертов, после восстановления штурм Гэшуце станет единственным действующим экземпляром в своей модификации на всем постсоветском пространстве. Полностью отреставрировать бронемашину планируют уже к июню следующего года. После почти 70-летнего нахождения на Мстиславской земле немецкая самоходка найдет свое последнее пристанище в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Отреставрированную немецкую самоходку вы можете посмотреть на линии Сталина под Минском. Вот мы пролистали страницы воспоминаний забытого прошлого деревни Печковка. Я думаю, что еще много воспоминаний хранит эта красивая деревня на берегу реки Вихры. Делитесь воспоминаниями в комментариях, присылайте фото и видеоматериалы, чтобы забытое прошлое не осталось забытым. Благодарю за предоставленное фото Загдай Валентину Павловну, Власенко Татьяну Леонидовну, Гартованную Аллу, Синзова Сергея, а также Галактионова Александра за проведенную видеоэкскурсию в прошлое. Будем знать историю Печковки. Это сердце Печковки, панская околица пана Хлюдинского Марьяна Викентьевича. Вот такая история. У меня на этом все. Всем пока!